Здравствуйте, товарищи! Мы в Словении на регулярной ежегодной дилерской конференции завода Adria Mobil. И сейчас мы с вами познакомимся, и я тоже очень хочу, с новой вариацией автодома Adria Twin Supreme 640 SPB Family. Смотрите, что такое значит Adria, понятно. Twin тоже, значит, компактный вэн. Supreme — это значит прям топовая линейка, все будет круто и красиво. Family, значит, много будет спальных мест. SPB, значит, то, что сидушки будут вращаться, но без этого никуда. То есть сзади будут двухспальные кровати, а B — это значит то, что туалетная комната будет трансформироваться. Смотрите, сколько всего интересного. Давайте посмотрим. В Supreme будет много всего, всяких деталей, компонентов. Проработка прям вот мельчайшая. Смотрите. Опора для стола, то есть, если захотите покушать на природе, пожалуйста, сняли стол, вытащили сюда, поставили стульчики вокруг, все, готово. А если еще маркиза, вот, кстати, ее нету, ну, поставит, наверное, покупатель. Конечно же, антимоскитная сетка. Можно, кстати, в этом Фиате уже заказать доводчик двери, туда-сюда будет ходить. Ну, ступенька, само собой. Хочу обратить ваше внимание, то, что вот, казалось бы, да, детальки мелкие, а они все равно, да, знаете, вот прям вот сразу видно, что это Supreme. Бутылку поставить с водой, какую-то, может быть, тапочки сюда можно домашние подсунуть под эти резинки. То есть здесь уже функционал немножко другой. Столешница дополнительная. Если надо расширить поверхность для приготовления блюд, пожалуйста. Стол тоже уже сложнее немножко. Ну, понятно, расширяется-то он везде. Кстати, нет, не везде. Вот, допустим, в Family, который мы сейчас везем в Россию, там такого нету. Ниша для бутылок, для каких-то предметов, чтобы они здесь у пассажиров не летали. У пассажиров также есть USB-розетки уже. Розетка 12 вольт для зарядки телефонов. Вот, кстати, хорошо, что занавесок никаких нету. Вот они вот реально надоели. Здесь просто окошко. Нужно закрыть. Просто взяли, шторку опустили. В этом случае подняли. Что касается шасси, сразу вам не сказал, а это новый Fiat Ducato. Я уже общался с клиентами, которые хотят уже новый Fiat Ducato. Я спрашиваю, а что вы хотите здесь? Он говорит, ну все-таки обновление какое-то. Я изучал презентацию нового Фиата. Все, что вы здесь видите, вот это визуально, ну это да, пришлось сделать, поправить здесь какие-то там моменты. Но ключевые изменения, конечно же, коснулись помощников. Теперь Fiat Ducato может сам парковаться, у него стоит куча датчиков, адаптивный круиз-контроль появился. То есть он максимально подтянулся к Mercedes-Benz Sprinter. Только вот здесь выбивается из этой канвы, вот, из всего этого восторга, с которым я говорю, здесь механическая коробка передач. Конечно же, да, 9 ступеней – это бомба. Мы катаемся на этом уже, автодома сдаются в аренду на 9-ступенчатом автомате. Это очень хорошо и нравится клиентам, самое главное. Кнопки на руле появились. Конечно, нужно будет управлять помощниками, включать и выключать их все время, туда-сюда кликать. Так что вот руль теперь вот такой имеет вариант исполнения. Здесь джойстик слева, который управляет голосовой связью. Кстати, просто решили немножко поменять. У Мерседеса все вот эти голосовые помощники, они справа, а здесь, наоборот, круиз-контроль и прочие эти водительские штуки во время движения, они справа находятся, а голосовое управление слева. Ну, то есть вот, что не решили прям не копировать все. Также у Supreme всегда будет панорамный люк над кабиной. Это, конечно, штука такая больше дизайнерская, потому что для вещей, допустим, здесь могла бы быть полка, да, и дополнительная. Туда можно было что-то сложить. Вот чуть ли не вот этот стол мог туда помещаться, если он вдруг не нужен. А так остались небольшие полочки всего лишь навсего.
Значит, под вторым рядом сидений будет находиться система отопления. Загляну под спинку второго ряда сидений. Хотел найти здесь крепление Isofix. Ну, вот в этой комплектации нету. Но если вы захотите путешествовать с детьми, пожалуйста, заказывайте. Вам поставят эти проушины. Итак, значит, кухня. Ну, тут, собственно, что? Тут будет вот такой вот блок от компании Ken, так называемый, вот недометик от Ken решили поставить сюда. Ну, выглядит как будто немножко подешевле, как ни странно. Вроде бы Supreme. Вот, дометик как-то вот повеселее смотрится. Ящики уже с доводчиками. Вот такие прям сами по себе защелкиваются. Оп, хорошо. И мы с вами двигаемся дальше. И вот, наверное, одна из самых главных фишек, что, собственно, обозначается буквой «Б» в аббревиатуре СПБ. Это трансформация. То есть вы хотите пользуетесь туалетом и умывальником, а хотите мойтесь в душе. И никакой шторки, занавески вокруг себя оборачивать не нужно. Моетесь удобно и легко. Помылись, перевернули дверь, заслонку вот эту, и у вас обратно умывальная комната. Здесь небольшой шкафчик для умывальных принадлежностей. Если нужно проветрить, пожалуйста, вот вам матовый лючок. Туалет Тедфорд с электросмывом. Поворачивается туда-сюда, пожалуйста. И очень круто, что вот такая дверь купе. Все-таки в этом случае очень актуальна, чем вот эта дверь, которая перекрывает здесь проход. Туда-сюда бьется, ничего хорошего. И вот еще, друзья, почему Supreme это тот вэн, который можно покупать и не особо заморачиваться по поводу там пространства, каких-то деталей, которых не хватает часто. Здесь есть даже гардероб, и причем размер его очень приличный. Вверху с подсветочкой и внизу 2 уровня для вещей. Не так, конечно, много, как в каком-нибудь там полуинтеграле, там Matrix, но все-таки гардероб есть. Дальше, значит, холодильник я вам не показал, когда мы говорили про кухню. А он здесь есть, компрессорный. Под ним, кстати, тоже гардероб. Второй гардероб, друзья. Тут же у нас путешествует 4. Итого мы получаем целых практически 3 гардероба. Вот это, кстати, я еще не видел ни разу. Знаете, почему я этого не видел? Потому что раньше я смотрел, и вы со мной вместе, автомобили, автодома. Twin 600 СПБ, а это 640. Здесь длина больше, и поэтому мы получили как раз дополнительное пространство. Вот эти вот 40 сантиметров, они как раз нам дают возможность взять с собой хоть какое-то количество вещей. Тут внизу, кстати, газовый отсек на большой баллон, 27 литров тоже, плюс, безусловный. Здесь полки для вещей, и тоже здесь полки для каких-то предметов. Ну вот здесь напихали сейчас эту упаковку. И что мы видим дальше? Это 2 яруса кроватей. Ну что ж, удобно. Прям присел и понял, что матрасы классные. Прям проваливаешься. Здесь, видите, тоже разные детальки, которых, допустим, нет в Sunliving. Если вы смотрите этот плейлист, там был обзор автодома VSX, что-то такое. Ну, то есть большой и высокий вэн на 4 человек. Там тоже сзади 2 яруса кровати. Но там очень все скудно. Здесь, смотрите, обивка стен приятная, такая плотная. То есть здесь будет лучше шумоизоляция. Здесь, смотрите, фонарики классные. Но почему-то решили не использовать фонарики с USB-розетками. Розетки отдельно вот здесь. Ну вот можно было, да, здесь человек, допустим, читает книжку на нижнем ярусе и тут же втыкает фонарик USB-зарядку. А у них здесь всего лишь она одна. Ну, вот везде какие-то моментики встречаются, конечно, с которыми можно поработать. Но зато вот есть карманчики. Тот же самый телефон поставил на зарядку, засунул в карман. Книжку сюда тоже сунул. Все хорошо. Второй фонарик для чтения. И тот же самый набор управления у тех, кто лежит сверху, друзья. И очень приятно, то, ну, допустим, если вы вдруг путешествуете не вчетвером, а вот вдвоем отправились, допустим, без детей, то верхнюю кровать можно либо полностью убрать, либо частично ее отодвинуть, как вот я сейчас сделал. То есть вот так мы укладываем здесь 2 людей, а так либо одного, либо совсем
никого. То есть удобно заходить, вставать, садиться, в общем. Вот такая вот трансформация. Верхняя кровать, кстати, выдерживает 150 килограмм. Если хотите действительно продвинутый, современный и высокого класса компактный дом на колесах, пожалуйста, Adria Twin Supreme. Любая модификация, можно заказать продольные кровати сзади, можно заказать сюда всякие удобства, типа кондиционер, телевизор, может быть, усилители, там, GSM-сигналы, чтобы там путешествовать куда-то очень далеко, где вообще ничего не ловит. Пожалуйста, прекрасный вариант, тем более с вариантом, допустим, отопления от дизеля, тоже, мне кажется, вас порадует. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, можете перейти по ссылке в описании и узнать хотя бы цену от, сколько будет стоить. Как мне кажется, где-то в районе 100 000 евро, если я не сильно ошибаюсь. Все, спасибо, друзья, до новых встреч, пока.